Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 19 по 25 июня. Давайте узнаем, что думают карты для вашего знака. Будем реалистами, конечно, любой прогноз – это всего лишь карты. Реальность у каждого своя, но я так надеюсь. Если призвать нашу интуицию в помощь, и глядя на метафорические карты, ну это не совсем метафорическая колода, но все равно, когда вы слушаете, что я там бубню на заднем плане, а вы видите какую-то карту, это всегда есть какой-то образ свой, у каждого индивидуальный, сообразно той проблеме или той задаче, которая у вас сейчас наиболее актуальна, сообразно вашему опыту, ну и обстановке, конечно. Вот поэтому я надеюсь, что какое-то решение или пазл вы сумеете принять, сложить. Выпала карта, тем не менее, которая нам говорит, что первое, мы можем столкнуться с людьми, у которых сложный характер, может быть и вздорный. И тем не менее, мы должны трезвость ума и не включаться в вопросы какие-то, которые нас не касаются, не интересуют. Вот будет важным сохранять видимо, эмоциональное равновесие. И ведь пусть не в этой колоде, в другой, борец без причины. Вот буквально так называется эта карта рыцарь мечей. И мы можем столкнуться вот с той ситуацией, когда нас кто-то пытается втянуть в конфликт. Вот нам туда не надо, сразу говорят. Со знаком плюс эта карта проигрывается тогда, когда мы хотим какой-то ясности, понимания, и мы сами ищем информацию, и мы ее находим. Мы чему-то готовы обучаться. Может быть и так. Может быть, это какая-то обстановка вокруг вас, когда, может быть, на работе новые приказы вышли, новый руководитель, или ну, есть какие-то перемены, когда нам нужно добавить знаний. Ну, давайте все же. Теперь я сама достану карту. Может быть, кому-то было важно это услышать. Что важно знать, по мнению карт, на неделю? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время? А что нам будет помогать? По основным сферам жизни 3 карты достанем. Дела, работа, бизнес, что будут финансы из себя представлять. И в личной жизни, что нас ждет, давайте тоже узнаем. Итак, что важно знать? Ну, это вы сами. И не важно, кто меня смотрит, девушки или мужчины. Король Пентаклей – это тот, у кого все под контролем, который надеется сам на себя. Человек, который сделал себя сам. Это хороший, надежный друг, может быть, кто знает. У вас есть такие знакомые, друзья, которые, как и вы, родились под знаком зодиака стихии Земли, на кого мы можем опереться, и тогда, может быть, какое-то общее дело или вопросы, интересы какие-то. Но прежде всего, все же это ваша карта и вообще стабильная неделя. Деньги будут, такое тоже может говорить об этом карта. И то, что мы распланировали, вот где-то, наверное, в том ключе и будут развиваться события. Спокойная, уверенная и неделя со знаком плюс, без какой-то синкопы, по крайней мере, по одной карте. Я могу судить так, когда мы собой остаемся довольными, это немаловажно. Чего не избежать? Но нет здесь каких-то неожиданностей, хотя это карта силы. И именно в этой колоде молодой человек палкой заставляет льва подчиниться. И прообраз льва – это наше эго. Поэтому единственное предупреждение – где-то не пойти в разнос. Потому что мы можем, кстати, по этой карте столкнуться с людьми, которые пытаются нами манипулировать. Но и мы-то сами, у нас сильная очень позиция дважды, мои дорогие. И поэтому вот быть ловчее, хитрее, быть больше в позиции серого кардинала, как эмоционально не вовлекаться в какие-то вопросы, проблемы. Не случайно у нас там рыцарь мечей выпадал, да? Мы с вами помним, когда могут быть такие сложные личности с психологическими, личными какими-то проблемами, которые они переносят во внешний мир, в обстановку. Может быть, есть такие люди, которые считают в норме транслировать весь свой негатив. Вот нам туда не надо. И вообще чьи-то измышлизмы, они должны, ну, проходить мимо нас. И поэтому сохраняем абсолютную трезвость ума, какой-то свой план и держим в центре внимания, что мы хотим осуществить. И тут как раз мы со всеми стихиями взаимодействуем, и благодаря вот таким энергиям, где-то хладнокровию, умению себя держать в руках, нет ничего невозможного для вас, мои дорогие козероги. Маги и волшебники.
чему сейчас не время, правда. 15-й аркан – это эмоции, не пойти в разнос, да, вот мы сказали про образ льва, это эго, когда мы захотим настоять на своем, или стукнуть кулаком по столу и сказать, да елки-палки, надоело, сейчас будет так, как я хочу, все, есть два мнения, мое неправильное, нет других, вот этому не время, нам говорит карта буквально. Как где-то и не поклоняться чересчур золотому тельцу, да, хотя нам сказали, что с деньгами-то как раз все неплохо, но по 15-му аркану ведь он великий шутник, если он чувствует, что мы словно у него на крючке, на удочку попали, знаете, когда хочется больше, больше, вот что-то такое. Мы теряем определенное равновесие, но этого и сами не замечаем. Мы можем согласиться, к примеру, на какую-то сделку мутную, а потом впоследствии огрести какие-то проблемы. Вот это надо? Нет. Поэтому мы себе не создаем проблем. Вот этот момент учтите, потому что на каких-то эмоциях мы можем что-то сделать не так. И с одной стороны, 15-й аркан нам дает физическую форму, силу осуществить какие-то проекты. Но мы не должны быть в зависимом положении. Вот этому не время. Не время никогда вообще, можно сказать. А что нам помогает? У кого-то ваш партнер по браку может буквально помочь. Или человек, который рожден под знаком зодиака стихии воды, рыба, рак или скорпион, кто знает, может быть, есть какое-то взаимодействие. Но по картам двора кубковым проходят наши близкие, либо человек, с которым вы в паре вместе, и неважно, что отношения не оформлены, либо супруги, вот повторяюсь, и неважно, опять же, кто меня смотрит. Энергетика этой карты такова просто, что это наши близкие проходят. Но это еще карта великого манипулятора, мои дорогие, правда, когда нам говорят, две сферы жизни выйдут на первый план. Где-то чувства будут, безусловно, будут какие-то симпатии, будет эмпатия какая-то и решение материальных вопросов. И поэтому вот эти две энергии нам придется уравновешивать в себе и правильно ими воспользоваться. Но это еще и мудрость, интуиция, умение предвидеть на пару шагов вперед, и это нам буквально все помогает. Куда-то мы не торопимся, и это нам тоже помогает. И про манипуляции не забываем, что мы как, наверное, королева-русалка, прежде королева кубков так изображалась, а королева-русалка это та, которая заманивала, обещая несметные сокровища и неземную любовь, и ей верили. Но нам это в позиции помогает, поэтому где-то очаровывать вам будет помогать. Значит, на вас будут смотреть, где-то наблюдать за вами, захотят с вами, может быть, дружить, каким-то образом взаимодействовать. И вот если мы где-то манипуляторы, то можем завязать какие-то нужные знакомства или как-то для себя какие-то вопросы в плюс решить определенно. Ну, давайте мы поузнаем. Дела, работа, бизнес. Марафонский забег я называю по этим картам. И рыцарь Пентаклей всегда едет медленно. Это имеется в виду, что мы куда-то не ускоряемся, не пытаемся продавливать какую-то ситуацию, предоставляем возможность, вот как идет, так идет. Все в каком-то своем ключе. Ну и нам тоже на эту неделю, как будто сколько себя не тормоши, если дела, работа, бизнес. Видимо, есть какой-то ритм, может быть, вселенский, того или иного вопроса, что у вас сейчас стоит на повестке дня. Но вообще в целом по этой карте всегда нам, знаете, больше про прогресс говорят. Какое-то наше дело, которым мы заняты, впоследствии нам принесет, как и самовыражение какое-то, самоудовлетворение, ну и финансы, это понятно тоже. Мы учим, может быть, какие-то новые науки, изучаем новые языки или новый вид деятельности. Или пусть вид деятельности прежний, но значит есть какие-то детали, когда мы свою квалификацию можем повышать, например, или какую-то узкую специализацию проходить. Ну вот что-то мы для себя делаем со знаком плюс на далекую перспективу. И вообще тут так, в ритме размеренно, умеренно, надежно. Прекрасно, это где-то ваш ритм как раз. Одна карта добавляет другую. И что у нас по финансам? Ну, явно останетесь финансами довольны. Ну, мы об этом говорили. Карта Солнца, мои дорогие. Здесь если даже денежки какие-то задерживались, вы их, скорее всего, получите. Когда, может быть, новые перспективы у вас, правда, вот с учетом этой карты, рыцарь Пентаклей откроются на дальнейшую какую-то вашу
проекцию жизни, и какую-то возможность мы не должны упустить, а вообще мы останемся довольны собой. Очень благополучная неделя для вас, мои дорогие козероги. Но правильно распорядиться, заметьте, это тоже будет для вас задача. Потому что мы не должны, как я сказала, где-то зависеть от золотого тельца, а у нас солнце выпадает именно на деньги, значит, деньги будут, у кого-то это большая, может быть, сумма, стало быть, ею надо правильно распорядиться, на что-то под каким-то импульсом не потратить, не вложиться, а может быть, сохранить что-то или использовать для своего прогресса, или какой-то вопрос вы сумеете решать. Решать только вам, безусловно. Но удачный период с учетом вот этих двух карт нужно использовать себе на пользу. Ну и не только тут про деньги, когда выпадает карта Солнца. Это старший аркан, он распространяется на все сферы жизни. А в личной жизни, правда, может захотеться пойти, ну, где-то в разнос. Пятерка мечей, она говорит, знаете, о той ситуации, когда может что-то повториться как будто. Может быть, это и новые какие-то, либо взаимодействия с людьми, или отношения, но они нам отчасти могут в чем-то напоминать старые. Или человек какой-то появится в вашей жизни, с которым прежде была какая-то минусовая ситуация, или были связаны какие-то эмоции тоже, которые не радуют. И о чем говорит нам эта карта? Что мы не участвуем в каком-то конфликте. Но и с другой стороны, мы свои принципы не продавливаем под доброе отношение кого-либо. Мы не жертвуем своими планами, своими целями. Ну и, повторюсь, мы никому не доказываем ничего. Самого конфликта нет, но по этой карте предполагается, что какую-то нашу канву мы как будто должны держать, даже при том, при всем, что кто-то против вокруг нас. И вам почему-то это выпадает на личную жизнь. Значит, вы можете столкнуться, иногда у нас бывает в нашей семье нас не понимают, или наши близкие люди, видя даже успех наш личный в какой-то сфере, они не всегда с нами соглашаются, потому что на подсознании они чувствуют, что мы изменяемся. И стало быть, вот какое-то ощущение, что мы в любой момент можем стать непредсказуемы, их пугает. Поэтому нам карта говорит, продолжай то, что ты начал. Но делай это как-то элегантно, понимаете? То есть не какие-то, чтобы не было как споров, так и не было какого-то раздора, так и никому мы ничего не доказываем. Почему-то на личную жизнь при шикарном совершенно раскладе нам выпадает пятерка мечей. Но я так думаю, что не случайно у нас и 15-й аркан, поэтому, видимо, будет время, когда, или момент какой-то, когда сдержать эмоции будет сложно. И нам как будто это сделать совершенно будет необходимо. Мы в последующем себе скажем спасибо. Помните, у вас чего не избежать. У нас выпала карта великого манипулятора «Сила». У вас достаточно и интеллекта, и силы, и возможностей, и рычагов влияния на ту или иную ситуацию. Так вот и сделайте так, красиво, незаметно, чтобы было по-вашему, а с другой стороны и не было какого-то яблока раздора. Может быть, вот так. Интересная неделя для вас, мои дорогие, с прекрасными как и перспективами, так и с какими-то решениями и возможностями. И перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы и любимы всегда.